Привет, друзья! Сегодня у нас очередная вкуснота из кабачков. Получается так вкусно, просто за уши не оттащишь, а готовится все очень просто. Мне понадобится 2 кабачка общим весом примерно 600-700 грамм. Кабачки вот такие молоденькие, хорошенькие, отрезаю у них все лишнее и натираю на крупной терке. Сейчас кабачки как раз недорогие, самый разгар сезона, поэтому блюдо получается не только очень вкусное, но еще и недорогое. Если вам повезло и удалось вовремя сорвать на грядке или купить на рынке молодые кабачки, вот такие, как у меня, небольшого размера, тогда смело натирайте их на терке вместе с кожицей и семенами. Но если у вас перезревшие кабачки, крупные, большого размера, с грубой кожицей, конечно, их тоже можно пустить на оладьи. Просто срезайте кожуру, вырезайте семена и натирайте мякоть на терке. Особой разницы во вкусе между молодыми и старыми кабачками вы не увидите, только работы со старыми будет немного побольше. Вот такая симпатичная горка из кабачков получилась. Добавляю к ним немного соли. Хорошо перемешаю и оставлю минут на 10-15, чтобы кабачки пустили сок. И теперь давайте добавим к кабачкам еще больше витаминов. Натираю морковку на средней терке. Будет достаточно одной средней морковки, она придаст красивый яркий цвет и вкус нашим оладушкам. Морковку натерли. И чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и ароматным, я люблю добавлять в тесто для оладий какую-нибудь зелень. Обычно я добавляю укроп, но в этот раз укроп у меня закончился, но в холодильнике завалялся пучок петрушки, поэтому вместо укропа я добавлю сегодня петрушку. Петрушку вот так меленько нарезала. Вернемся к нашим кабачкам, они уже постояли, хорошо пустили сок, поэтому теперь его нужно хорошенько отжать вот таким вот образом. Беру небольшую порцию кабачков, тщательно отжимаю сок из них. Чем лучше вы отожмете сок из кабачков, тем меньше муки добавите в тесто для оладушек. Сок от кабачков можете не выливать, он очень полезный, содержит много витаминов, так что ему можно найти применение как на кухне, так и использовать его как лосьон для ухода за лицом. Все морщинки разгладит. Если вы все-таки решите применять где-то еще сок для кабачков, тогда кабачки не подсаливайте, они все равно выделят достаточно сока. Посмотрите, кабачки я хорошенько отжала. Теперь добавляю к ним натертую морковку и рубленую зелень. У меня это петрушка, еще раз напоминаю, что вы можете использовать другую зелень. Но только посмотрите, какая красота, сколько здесь ярких красок, вкусов и витаминов в одной миске. Теперь сюда же разбиваю 2 яйца. И еще один маленький секрет. Натрите на терке пару картошек и добавьте в тесто для кабачковых оладий. Оладушки с картошкой получатся еще более пышными, тоже очень-очень вкусными. Обязательно попробуйте. И добавляю в тесто 2-3 столовых ложки муки. Сначала добавлю 2 столовых ложки и потом буду смотреть по консистенции. Если муки будет недостаточно, тогда добавлю еще ложечку. Кстати, можете попробовать муку заменить манкой. Все хорошенько перемешиваю. Немножко перчику. Соль я уже не добавляю, так как кабачки мы посолили с вами в самом начале. Тесто уже полностью готово, посмотрите, какое оно получилось, довольно густое. Пусть тесто немного постоит, а я пока займусь начинкой для оладушек. Здесь у меня 300 грамм мясного фарша. Я добавляю к фаршу соль и перец по вкусу. А также добавлю чайную ложечку приправы для фарша. Для сочности я всегда добавляю в фарш мелко измельченную репчатую луковицу. Но сегодня вместо репчатого лука я хочу добавить зеленый лучок. Мелко его нарезаю, а вместе с луком также меленько нарезаю петрушку. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы нас смотрите, и что вы больше любите, кабачки или баклажаны, какие рецепты вам будут более интересны. Всю эту красоту добавляю в фарш и хорошенько перемешиваю его, лучше руками. Это куриный фарш, я купила его в магазине из экономии времени. Я уже признавалась вам, что я не люблю мыть мясорубку, поэтому часто использую покупной фарш. Но если у вас есть немного времени, вы можете накрутить его самостоятельно. Конечно, так получится еще вкуснее. Вот так, фарш хорошо перемешала, тесто для оладий готово. Ставлю сковородку на огонь. Наливаю растительное масло, чтобы оно покрывало дно сковороды, и хорошо разогреваю.
И теперь набираю немного теста, примерно столовую ложку с горкой, и выкладываю на сковородку вот такие лепешки. Кладу вот такую лепешечку, котлетку из фарша. Сверху заливаю тестом. Тесто должно со всех сторон хорошо закрыть фарш. Жарю оладушки с одной стороны примерно 5-7 минут, можно под крышкой. И когда они хорошо зарумянились с одной стороны, аккуратненько переворачиваю. Посмотрите, какие они красивые, золотистые, румяные получаются, очень пышненькие. А внутри, представьте, сочная начинка. А запах стоит ну просто потрясающий. Моя семья уже дежурят возле этой сковородки, не могут дождаться, когда будут готовы оладушки. Оладьи я перевернула, и теперь нужно довести их до готовности 5-7 минут, а обжариваем с другой стороны до золотистой корочки. Такие оладьи очень вкусно подавать, пока они горячие, прямо со сковородочки, с пыла с жару. Со сметаной или сметанным соусом они улетают просто на ура. Сметанный соус готовить очень просто, я вам сейчас быстренько расскажу. Берете сметану, выдавливаете туда зубчик чеснока, рубите немного укропа, посыпаете солью и перчиком, и все, соус готов. С таким соусом получается вкус просто потрясающий. Но у меня возникает лишь одна проблема, когда я готовлю эти драники или вкуснейшие оладьи из кабачков с фаршем. Мои домашние не могут дождаться, пока я поставлю на стол красивые тарелочки, разложу оладьи, приготовлю соус. Они готовы кушать их прямо со сковороды. Настолько вкусные они получаются. Так что, друзья, обязательно приготовьте оладьи по этому рецепту, я уверена, что этот рецепт вам понравится. А также не забудьте поделиться с друзьями и подружками в соцсетях и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Новые видео выходят на канале 2 раза в неделю. А для тех, кто на нашем канале впервые, я рада познакомиться с вами. Меня зовут Олеся, вы на канале Готовим дома. Друзья, и если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу кабачки» или «Хочу оладушки», мне будет очень приятно. Ну что ж, я очень рада была провести это время вместе с вами. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и вкусных оладушек. Пока-пока и скоро увидимся!